Ребята, всем привет! Мы начинаем свой день сегодня на острове Фуладу на Мальдивах. Это уже 4-й остров, который мы посещаем. Если вдруг вы не видели предыдущие 3, то все ссылки мы оставляем в описании к этому видео. Вы можете их посмотреть. Это тоже локальный остров, как и все, которые мы посещали. Но у него есть свои особенности, как у каждого, в принципе, острова на Мальдивах. Мы обязательно о них расскажем. Ну а сейчас давайте купаться. Приехали мы на остров Фуладу, соседнего острова Фихенду, где мы провели 2 ночи. Об этом у нас есть выпуск предыдущий, если вдруг не смотрели, посмотрите. Это все тот же атолл Баа, и буквально на лодочке путь занял минут 5. Нас подвезли, нам организовали трансфер с острова Фихенду до острова Фуладу. Давайте вам расскажу, где мы будем жить на острове Фуладу. Отель называется Village Hadaways. Он расположен прямо на берегу океана и прямо возле пляжа, бикини-пляжа, где можно купаться. И стоит $155 в сутки с завтраком и ужином включенным. За обед мы будем дополнительно платить, будем заказывать его здесь, потому что на острове на этом, к сожалению, нет никаких кафе и ресторанов. Есть несколько магазинов, аптека, но зато сама деревня очень уютная, достаточно развитая, хотя народа здесь живет именно местного населения не так много. Давайте пройдемся немножко по территории отеля, как раз посмотрите. Значит, мы заселились, нас сразу же угостили welcome дринками, провели небольшой брифинг. Вот здесь есть такая зона, чил-зона, где можно сидеть, общаться. Вот. И сразу же здесь обеденная зона, бар, здесь проходит шведский стол, здесь мы принимаем пищу. Здесь очень интересное расположение комнат. Их здесь не очень много, может быть, максимум, наверное, 10-12. Это вот наш номер, кстати. Смотрите, можешь дать карточку? Я не буду показывать сейчас внутри, потому что темно, но он сквозной, то есть у нас есть одна дверь, это выход на пляж, и одна вот дверь, это просто выход из ресторана. Очень удобно. Вот здесь находится спа. Днем он не работает, как нам объяснили, но вечером, если получится, мы попадем туда. Да, 12, получается, комнат, и все они вот так интересно расположены. Если выйти во двор, то у каждого есть своя небольшая терраса со стульчиками. Вечером можно посидеть и... Сушилочка. Сушилка есть, кстати, это да, очень удобно. Перед каждым номером есть кран, где можно помыть ноги, но все равно как-то вот в номере есть недостатки, например, то есть как бы очень крутая кровать, просто мы сегодня спали как младенцы, офигенная кровать. Есть телевизор большой, но мы, конечно, его не используем, есть сейф, фен, то есть такие какие-то нюансы, это все есть. Единственное, что вот в ванной комнате там настолько высоко расположена полка, например, даже я не могу дотянуться, даже Сергей не может дотянуться. Вот такие моменты, нюансы, конечно, вот я не понимаю, почему люди, когда они строят жилье, они не думают об этом. Не все люди высокие, и я считаю, что такие нюансы нужно продумывать. Это неудобно, но это мелочи, ребят. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим пляж. Пройтись буквально тут, не знаю, меньше минуты идти, то мы, во-первых, проходим через сад, где пальмы, где тенек, и первый раз такое видим, между деревьев натянуты гамаки, и можно полежать под пальмой в теньке, почитать книжку, не знаю, позалипать в телефоне. И сразу же мы попадаем на пляж. На локальных островах туристам можно находиться в купальниках только лишь на бикини-пляжах. Это такие пляжи, куда местные не ходят по религиозным соображениям, а туристам можно оголиться, загорать, купаться, отдыхать, в общем, как мы и привыкли. И этот пляж бикини находится в 30 метрах буквально от нашего отеля, можно прогуляться, он длинный, красивый. И сейчас мы как раз таки сюда и пришли искупаться. Водичка на Мальдивах, как всегда, она бирюзовая, своеобразная такая, максимально насыщенная. Да, но цвет очень красивый за счет белого кораллового песка. На самом деле
цвет воды, по сути, вода цвет не имеет. Она получается такая только за счет того, что беленький песочек. Этот пляж действительно очень красивый, один из, наверное, самых красивых, которые мы видели. Остров этот небольшой, мы тоже пройдемся в этом выпуске и посмотрим, что здесь есть, какие экскурсии есть, вообще чем здесь можно заняться. У нас на этом острове целых 3 ночи, поэтому будем с вами наслаждаться сами и показывать вам, какое прекрасное умиротворение, спокойствие вообще на Мальдивах. Здесь всегда хорошо, вот не знаю, здесь круглый год, реально классно. Бывают, конечно, дожди, но дожди здесь — это не дожди у нас, это немножко разные вещи. Ну и пляж, конечно, сам красивый. Здесь не так много пальм, но очень много кустов таких вот мангровых. И под ними можно спрятаться. Лежаки у нас находятся возле отеля, а мы можем расположиться просто вот под этими кустами в теньке, что мы, в принципе, и сделали. Здесь нету рядом никаких кораллов, ничего такого. Везде песочек аккуратно. И что примечательно, здесь достаточно глубоко. На соседнем острове, когда мы ходили на пляже, очень большая отмель. И реально воды было, ну, в прилив было по грудь, а в отлив так и вообще по колено, по пояс, где-то вот так вот. Здесь же наоборот классно, вода чуть попрохладней, никаких волн нету. И я вот тоже задался вопросом, а почему нету волн? Оказывается, что все острова на Мальдивах, они коралловые. И, как правило, есть вот такая коралловая подложка, и потом она заканчивается такой коралловой стеной, и только за стеной начинаются волны, и уже открытое море. И волны, когда приходят, они разбиваются об эту коралловую стену, и уже на побережье волны не доходят. Поэтому здесь всегда можно купаться, не париться по поводу волн, приезжать с детьми, плескаться и наслаждаться Мальдивами. Конечно, Мальдивы уникальны. Здесь реально очень крутой подводный мир. Конечно, из-за глобального потепления многие кораллы, умирают, да. Возможно, там, кто был на Мальдивах, например, там 10 лет назад, да, 20 лет назад, то те видели другие Мальдивы. Но имеем то, что имеем, и я считаю, что все равно это очень круто. Где ты еще можешь увидеть вот проплывающую рядом акулу, много манд, дельфинов, именно вот, то есть гарантированно, знаете, вот ты когда едешь в какой-то стране на экскурсию, там, ты понимаешь, что, процентов, да, это ж природа, вот тебе все говорят. Здесь, как бы, мне кажется, даже такого нет. Здесь, если ты едешь на экскурсию на дельфинов, ты видишь дельфинов. Если ты едешь на манд, ты видишь манд. Едешь на черепах, видишь черепах. То есть реально гарантированно это все видишь. Давайте расскажу вам про питание в этом отеле. У нас здесь тоже half-board, то есть это получается завтрак и ужин включен. Сегодня наш первый ужин, и здесь по системе шведский стол работает ужин. И на ужин есть паста с тунцом сегодня, рис с курочкой, с грибами, салат, какие-то котлетки с рыбой. И также есть морепродукты, их немного. Devil seafood, то есть это получается, я спросила, они острые или нет, потому что как бы по названию обычно, когда devil, то есть когда сатана, да, то есть кажется, что такое, что это будет острым, но они сказали, что не острое. Давайте как раз таки сейчас и попробуем. Вот. Да, и, кстати, вот напитки типа кока-колы, фанты, спрайт входят и бутылка воды. В целом неплохо. Не острые. Не острые, нормально? Классно, вкусно. Здесь на Мальдивах так принято, что если, например, ты едешь на рыбалку, рыбу, которую ты поймал, ты можешь приготовить. И вот сейчас как раз мы видим, что на гриле готовят рыбу. Ребята ездили на рыбалку, словили просто много вот таких вот огромных, прям больших рыб, и сейчас их готовят для него. Вот так вот буквально секунды, и мы на завтраке. Завтракаем, делаем план на день и отправляемся исследовать остров. Красивый завтрак у меня получился, но мы еще ждем по омлету, и мы, кстати, дополнительно заказали капучино. Если честно, не знаю, сколько стоит, потом скажу. Но выглядит неплохо, надо даже попробовать. А с кофе на островах проблемы, я так думаю. Да, вообще, конечно, здесь не везде есть кофемашины, вообще кофе нормальный, но за неимением, как бы, и это пойдет. Да, когда кофе хочется, да, уже все равно. Сразу после завтрака мы обратились к хозяину отеля, что он может посоветовать, какие активности у него есть. Он скинул нам прайс-лист,
И мы нашли там вот такой вот замечательный каяк трехместный и решили сплавать на снорклинг. Ой, на самом деле классно, я люблю каяки. Здесь он получается у нас каяк вообще такой трехместный, то есть можно даже вот с семьей, да, то есть вдвоем и с ребенком пойти. Мы взяли с собой ласты, маски и будем снорклить, потому что здесь есть классный Coral Garden, то есть это коралловый риф, где много-много рыбок, и вообще, я думаю, будет здорово. Мы взяли с собой еще воду, взяли с собой телефон, положили его вот в такой вот бокс, он закрывается, надеемся, что ничего не случится. Море тишь да гладь, никакой волны нету, бирюзовая водичка. Идти нам, правда, прилично. Так, я посмотрел несколько километров по карте. Но я надеюсь, мы справимся. Мы же команда Dream and Travel, все дела. Дошли почти до конца острова. Вот волнишка. И здесь мелко по колено, поэтому я просто встал и иду. Смотрите, какая прозрачная вода. Нигде никакого ни мусоринки, ни водорослей, ничего. Просто невероятно бирюзовая вода. Буквально каких-то полчасика, и мы на месте, и мы пришли, а тут у нас по пояс воды. Кораллы находятся чуть дальше. Мы привязали наш каяк к мертвому кораллу, вот какой-то отколотый кусок. Камень просто огромный валяется. И все, сейчас одеваем маски, ласты, и вот здесь вот по этой территории, по этой акватории немножечко пройдемся, посмотрим. Обещали очень красивые кораллы, поэтому смотрим. Сейчас, ребята, мы вот плавали вот в этой вот акватории. Это, наверное, самый красивый коралловый риф, коралловый сад, который мы видели на Мальдивах. Очень много именно таких кораллов, розочек. Много разных рыбок, которых мы вообще не встречали до. Очень крутой коралл, конечно, но не без травм. Я немножко поранилась, и Серега тоже чуть-чуть. В целом у меня просто маска, плохая. Короче, надо брать у них было в отеле маску, а я взяла свою. В общем, свою маску выкидываю и покупаю себе новую, потому что это, конечно, не дело. Сколько мы мучаемся с этими, дешевыми масками. Серега себе уже заказал классную маску, хорошую. Он плавает без проблем, а я вот постоянно страдаю. Поэтому, наверное, самое важное вообще в снорклинге — это, конечно, оборудование. Обязательно берите хорошие маски. Сейчас отправляемся на следующую точку снорклинга, которая расположена поближе к нашему острову. Там можно даже с берега доплыть. Мой водолаз тем временем отвязывает наш каяк. Причем я и предлагал, купи себе такую же маску, как у меня. Заказываешь, с России могли еще привезти друзья. Не, говорит, моя нормально, типа чуть-чуть подпотевает, ты мне этим
зубной пастой помажешь и будет нормально. Но она так не протекает, если ее нормально поставить, но все равно потеет. Я уже ее и пастой мазал, и чем только не мазал, и этим шампунем, там вот этим для посуды моечным средством, ничего не помогает. В общем, надо просто хорошую маску, и будет все нормально. Пару слов про коралл скажешь? Коралл красивый, единственное, что сейчас вот опять же отлив, и вот сам этот коралл, который вот в форме розочек, он буквально вот столько воды, то есть я над ним проплыть не могу, чтобы нормально снять, лишь вот рядышком поплавать. Ну, в целом, конечно, рыбок много, аж глаза разбегаются, что снимать. Плюс еще GoPro немного отдаляет, потому что угол широкий. И из-за этого, возможно, не так хорошо, не так близко видно, но прозрачность воды просто феноменальная какая-то. Я в маске вижу, не знаю, ну метров 30 вдаль, высматриваю рыбу и уже к ней подхожу. В общем, вот такой коралл. Всем советуем. Ну и, ребят, хочу сказать и напомнить вам, если вдруг вы еще не смотрели предыдущие наши видео, мы рассказывали, что в эту поездку мы поехали с компанией «Дикие Мальдивы», то есть они занимаются полностью вот организацией отдыха, они бронируют гестхаусы, отели, трансферы, то есть с вас эта вся груз, так скажем, спадает с плеч, и вы можете вот полностью отдыхать, наслаждаться, не думать о том, как же мне там забронировать трансфер, за вас это сделает компания, ну и плюс из-за того, что у них как бы везде договоренности, и они знают, какие острова лучше, да, то есть они могут посоветовать, вот они подобрали нам полностью все острова в наш тур, и, ну вот, кстати, реально этот остров, это просто нечто. Тут даже у них, у Диких Мальдив, на этом острове есть свой гостевой дом, который они открыли в 2018 году, но из-за пандемии в 2020 году они его закрыли. Возможно, вот в этом году они возобновят работу, поэтому, когда будете, если захотите именно на этот остров приехать, вы пишите им и спрашивайте, может быть, они смогут вам предложить даже свой гостевой дом. Дикие Мальдивы, красавцы, большое спасибо вам за это путешествие. Мы в восторге от Мальдив, в восторге от этих островов, о которых мало кто знает, здесь мало людей, ты здесь настолько чувствуешь себя первооткрывателем, как будто вот есть только наша планета, природа и ты, и вокруг больше никого. Это настоящий отдых. Лайк, ссылочка в описании. Рядышком прямо с островом Фуладу можно дойти до конца острова. Здесь тоже есть рифы классные. Мы тут поплавали, сколько было у нас времени и батарейки на GoPro. В целом риф красивый, реально много и рыбок, и кораллов, но нужно больше времени. Акватория огромная, можно плавать, поэтому не обязательно даже брать каяк, можно просто вот на пляж прийти, отплываешь буквально 20 метров и начинается риф, очень красивый. Он даже на карте обозначен, то есть, в принципе, вот как ориентироваться, ну, либо в отеле подскажут, где, да, лучше, либо просто на карте обозначен и коралловый тот сад, который мы видели в начале, да, и этот риф, он тоже обозначен, он так и называется, Фуладу риф. Вот, я в восторге, ребята, столько рыбок нигде не видела, тем более они так близко, ты плывешь, они просто возле тебя, они какие-то вообще не пугливые, то есть они реально, ну, не боятся. Правда, в конце мы увидели одного триггера такого большого, вот они опасные, вот к ним лучше не подплывать, потому что они очень сильно защищают свое гнездо и могут напасть. Вот у нас у Сереги один раз был случай в Таиланде, на него напал триггер, и он отбивался ластом. У меня ласт даже не было, я камерой отбивался. Камера отбивался тоже. Я просто камерой вот так тыкал в него. Да, вообще жесть была. Да, с триггером поосторожнее, они реально... Именно вот когда они стоят и защищают свое гнездо, тогда они опасны. А если так они просто плавают, что-то едят, то не особо опасно, но все равно с этой рыбой нужно быть внимательным.
выдвинулись обратно. Немножечко устаешь, конечно, но это прям такой хороший фитнес на руки, на плечи, на крылья. Правда, фитнес-часы показывают, что мы вообще не сжигаем калории. То ли они под водой мокрые не работают, то ли еще что. Но прям хорошая зарядочка такая для всего тела. Ну все, мы на базе. Цвет воды, конечно, ребята, неизменно красивый. 12 часов нужно пообедать, заодно цены глянем в ресторанчике. Помоемся, переоденемся. И, конечно, опять дальше исследовать остров. Здесь в отеле у нас много каяков, много разных, их тут 5. Наш, получается, 6-й. Есть даже банан, можно кататься. Есть еще велики. Сейчас спросим, можно ли их взять и поехать на самый конец этого острова. Может, байк можно? Нормально передвигаться было бы. Настало время пообедать, и, кстати, на этом острове, на Фуладу, нет кафе и ресторанов, то есть здесь можно пообедать только в отеле, в гестхаусе. 4 меню, как вам такое разнообразие, а? Давайте начнем. У нас включены завтраки и ужины, поэтому завтраки мы не смотрим, но хотя давайте посмотрим, например, завтрак стоит полноценный $13. Мы же взяли себе супчик, супчики, я смотрю, от $3, есть даже за 15, салатики от $3 до 8. Также здесь есть сифуд, например, плате на 2 человек $120. Ну, цены, конечно, в этом месте высокие. Мы взяли себе супчик, я также взяла себе сэндвич. Сэндвич стоит, клаб-сэндвич стоит $11. И Сережа взял себе пасту карбонару за $9. В принципе, цены на такие простые блюда нормальные. Но вот на морепродукты, конечно, $120 на двоих, это уже так побольше. Мы утром пили капучино. Капучино здесь стоит $4. Ну, принесли буквально за минут 15-20. Это крем-суп. Но кусочки курицы видны. Нам на двоих как раз таки хватит. Я столько много не съем. Ну и пасту карбонару попросил без лука. Ну, вроде прям очень аппетитно. Да, вроде сделали хорошо. Стоит $7. Много. И курицы. 7. Вообще. Отлично. Молодцы. Ну и гарлик хлеб. Кусочек. Ну а пока мы пробуем нашу еду, хочу вам сказать, чтобы вы подписались на наш телеграм-канал. Мы там каждый день публикуем различные видео, фото, для того, чтобы вас немного порадовать. Вот. Хоть лучик добра, но каждый день от нас будет приходить. Поэтому в телеграм-канал обязательно вступайте. Ссылочка будет в описании. Ну а мы пробуем карбонару. Неплохо. Можно было суп не брать. Я уверен, что этой карбонары я наемся. Но Валюша сегодня решила во все тяжкие пуститься. Заказала Village Club сэндвич с картошкой фри, с яйцом, с курицей и, что самое главное, с черным хлебом. Просто я столько энергии израсходовала сегодня, что мне очень хочется ее восполнить. Даже оливочку сверху положили. Ну, выглядит нормально. Остров мы, в принципе, весь уже посмотрели, поплавали на ближайших коралловых рифах. И сегодня отправляемся на экскурсию. В отеле, конечно же, организовывают экскурсии. Цены, кстати, в этом отеле, мне кажется, чуть повыше, чем вот на других островах, на которых мы были. Но, в принципе, здесь очень хороший выбор. В отеле сдают каяки. Можно взять в аренду, как мы сделали, поплыть, поплавать, если вы умеете, конечно же. Очень важно, если вы, например, новичок и плаваете не очень хорошо, то лучше, конечно, поснорклить возле берега, да, тут тоже есть кораллы. Если вы уже, так сказать, профессионал, то можно брать каяк и плыть на коралловый риф и там снорклить. По аренде каяков от $25 аренда каяка за 2 часа. Также здесь можно взять в аренду в отеле маски и трубки, стоит $3
аренда на день. И можно взять в аренду байк $5 в день. Это я просто немножко подсматриваю цены, потому что нам скинули тут прайс-лист, точнее мы сфоткали его на ресепшене. Вот, мы сейчас отправляемся на экскурсию, там мы будем смотреть ман, дельфинов, если повезет, и снорклить. Такая экскурсия стоит $100. Скорее всего, мы будем вообще одни на лодке, и это очень круто. Ребята, отправляемся в океан. Вышли на пирс, и уже лодочка мчит за нами. Смотрите, вот если с пирса идти, всегда можно увидеть много рыб. Вот тут, например, косяк мальков. С этой стороны тоже. Вечером сюда выходят скаты на охоту. Ну и вот наша лодочка на сегодня. Блин, такая прозрачная. Валли. Водичка, да. И лодка называется Валли. Ребята, только что была лучшая экскурсия в моей жизни. Вот просто отвечаю. Это что-то нереальное. Это лучшие $100, которые я тратил в своей жизни. Это был просто офигительный снорклинг. Мы еще заехали на дельфинов. И в отличие от экскурсии, когда мы отправлялись на закате смотреть на дельфинов, сейчас дельфины охотились и были очень игривые. И их наш вот этот гид, он прям какой-то реально профессионал. Я не знаю, как он находит общий язык с этими млекопитающими рыбами, непонятно. Он там что-то им свистит, по лодке стучит, они прям выходят на самый нос и играют с нами, там что-то прыгают, вообще очень интересно. А потом, когда мы уже пошли на снорклинг, мы доехали аж до острова Гойду и по течению просто шли к нашему острову. И это тоже невероятное, конечно, событие в моей жизни, потому что я столько рыб никогда не видел. И Египет реально отдыхает. Когда нам нужно было посмотреть акул, он просто взял какую-то бутылочку, ныряет на дно, что-то с ней там делает, там трещит, кряхтит, я не знаю, что происходит у него. Но акулы со дна реально поднимаются и
интересуются, а что же там происходит. Я не знаю, возможно, он имитировал этой бутылкой, как будто кто-то кого-то ест, и это кости скрипят или хрустят, да, и акулы просто выходят посмотреть, а что там вообще происходит. Может, тут можно даже полакомиться чем-то. И мы видели 4 или 5 акул, представляете себе? У меня эмоции просто зашкаливают. Я радостный, как школьник. Sorry, man, what's your name? Hello. Алло. Yes. You are the best. Thank you so much. Ребята, обращайтесь, если что, здесь реально лучший снорклинг, который мы пробовали за все 4 острова, поэтому все ссылочки будут в описании, обязательно напишите, Дикие Мальдивы, что вам нужен именно этот человек, никакой другой, поняли? Все, ставим лайк, подписка, и мы погнали дальше. Вышли вечерком прогуляться по деревне, посмотреть, что здесь есть. Первый раз вообще наблюдаю, что кто-то играет на поле во что-то. Не в футбол, а в крикет или в лапту. Бау! Мимо. Похоже на бейсбол, но это крикет вроде. Ну и как и на многих островах есть даже стадион. То есть не стадион, а футбольная площадка. Но я почему-то не видел, что здесь кто-то играет. Может, просто не хватает людей, чтобы нормально рубануть. Но вот хотя на детской площадке, например, дети играют. И вообще здесь как-то побольше гораздо движухи. Прям местные выходят, что делают, заняты. Оп, магазинчик. Есть, конечно, здесь даже пиво, но оно безалкогольное. Ну и так вот. Тут вообще прям светло, хорошо видно товары. Магазин просторный. Ну, как всегда, все, что не портится, все продается. Ну, даже какие-то овощи, картошка есть. Я скажу, здесь так все аккуратно расставлено, Да. это очень не свойственно. Тут вообще. даже цены есть. Мальдивы. Прям какой-то супермаркет. Прям. Да, прописано 16. Да. Руфи. 40 чай. Да, Чокопай сколько пива. какой-то есть. Да вон Холстон есть, но это просто яблочный напиток. Хотя выпускает Холстон. Холстон Классик. Оно нон-алкохолик. Может взять? Просто безалкогольное пиво. Ну да, Ты хочешь, я нет. тоже нет. Ну и пришли на пирс, чтобы проводить закатик. Вот он пляжик, и впереди закат. Гуляю с женой своей по Мальдивам. Красиво здесь, очень, конечно, красиво. Вообще мы прошлись, конечно, по деревне, уютно так. Есть несколько магазинов, есть несколько отельчиков, ну, то есть очень приятно. И много местных, вот что как бы удивительно, то есть именно местные, которые задействованы. Дети играют, молодежь играет там в лапту, дети играют на площадке, то есть кто-то сидит, читает книжку. Как-то вот здесь более развито, что ли, мне кажется. Вот, ну, то есть на других островах как будто местные просто ничем не занимаются, а здесь они вот чем-то заняты. И это, конечно, ну, как-то привлекает, на мой взгляд. Заканчивается прекрасных 3 дня, которые мы провели на этом острове, на острове Фуладу. Нам здесь очень понравилось. Здесь, наверное, самый лучший пляж вот из всех, где мы были, да, на локальных островах. На Здесь не Мальдивах. только самый лучший пляж, здесь самый лучший снорклинг, самые красивые песчаные косы. Поэтому этот остров обязательно советуем к посещению, не пожалеете. Ну а на этом у нас все. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайки, написать какой-нибудь комментарий. Увидимся совсем скоро. И вступить в наш телеграм-канал, Точно. потому что неизвестно, что будет дальше. Телеграм уж точно будет работать. Ну и, конечно, не забывайте устанавливать VPN для тех, кто в России, друзья. Устанавливайте VPN, смотрите наши выпуски, если вы еще не установили, конечно. Ну а на этом наши Мальдивы не заканчиваются. Завтра мы отправляемся на резортный остров, поэтому завтра будет
по-богатому. Подписывайтесь. Всем пока!